Здравствуйте всем! Сегодня мы будем говорить о предотвращении инсульта. Сердечно-сосудистая система у нас заблокирована на 75%, а 25% это то, что нам сегодня положено. Это очень мало, и мы рискуем с вами. Значит, что первое? Это у нас молодые шишки сосны. Они могут быть старые, молодые, средней роли не играют. Итак, мы заливаем 50-градусным спиртом, вот видите, в каком соотношении, и это настаивается дней 10-15 или какого-то времени, может 2-3 недели по показаниям. Это народный рецепт, который предохранит от инсульта. Надо пить заранее, потом будет поздно. Хотя на поздних стадиях тоже он применяется в народе. Далее такое же действие идет у нас и настойки каштана. Видите, это каштан. А вот и возьму настоечка. То же самое, спиртовой настой каштана пьется по 15 капель 3 раза в день в течение полугода. Для других это меньше, естественно, доза и меньший срок. Это может быть 2 недели, если у вас такая жидкая кровь, что я сомневаюсь. А это настоечка прополиса. Прополис употребляется пожизненно и в дозах, которые, по столовой ложке 3 раза в день после еды. А до еды употребляется ореховая настойка. Почему? Там много йода. Вот смотрите, допустим, вот настоечка ореха на хрене. Там хрена треть бутылки, остальное все орех на спирту, и там есть также чуть-чуть меда. Очень сильный напиток, увеличивает иммунитет буквально во много раз. А это спиртовой прополис, который мы можем просто использовать под язык. Теперь водяной настой прополиса я использую так. Активирую водой 5-10-20% прополис. И вот получается вот такой напиток, его можно пить в больших количествах. Иногда можно, некоторые пьют стаканами буквально от герпеса, а затем пьют его от торч-инфекции. А также его цель – это сделать так, чтобы организм работал в оптимальном режиме и всегда делал кровь бактерицидной. Потому что если бактерицидная кровь, то ничего нам абсолютно не грозит. Для этого прополис должен быть вводим постоянно и пожизненно. Куркума, она очень модная сейчас. Хорошо, я вам подскажу, как я это все вижу. Я беру чайную ложку куркумы, затем перца треть чайной ложки, немножко льняного масла и зубчик чеснока. Чеснок, он активирует всю эту систему, особенно куркуму. Куркума без чеснока – это ноль. Это лично мое мнение. Я имею на него право. Так вот, посмотрите, вот эти стратегические продукты питания, они являются основными, а у нас основная колбаса, сосиски, сыр, макароны, сметана, жирный каймак, и вот этот плов, шурпа и так далее. А эти продукты у всех отсутствуют. Мало того, люди удивленно говорят, как такие разве бывают продукты? Они вообще удивляются, что есть такие вещи, которые должны быть у нас на столе. Так вот, лечиться надо заранее. Природа приготовила это нас для того, чтобы мы пользовались этими продуктами. Для нас, во имя нас. Она дала все это, но мы отказываемся от этого и абсолютно пренебрегаем. Даже если вы возьмете на вооружение всего лишь один рецепт, это уже хорошо. Вместо сосны можно употреблять корень ревня. Допустим, в Средней Азии корень ревня просто валяется на дороге. Это тоже проантоцианидин, который обладает высочайшим противораковым средством, и также он является веществом, которое стимулирует наш иммунитет. Это незаменимый ничем полифенол. Он один из сильнейших лекарств в мире, а никто этого не знает. Я думаю, что вы возьмете это на вооружение и возьмете всего лишь один рецептик, самый сильный из них. А я вам скажу, вот он, водяной прополис. Он самый доступный, самый лучший и абсолютно неприхотливый. Я применяю всю палитру. А другому человеку хватит, допустим, куркумы с черным перцем. Я желаю вам всего хорошего и до новых встреч.